Hello, beautiful, вы на канале Twinkie Time. Мы сегодня смотрим Hollywood Animal, которая уже вроде как давненько в раннем доступе. Со вступлением, да-да-да, давайте. Возможно, вы ее знаете, возможно, нет, я хз. Я в нее немного как бы играла, как немного, я не знаю сколько. Что посмотреть. У меня в ней 9 часов. Но как бы все равно сначала начинать. Новый 1929 год. Гедонизм 20-х уступает место Великой депрессии. Вместе с эрой звуковых фильмов наступает золотой век Голливуда, и жизнь наступает вместо кино. Кинокомпании ожесточенно борются за рынок и влияние, и в этой борьбе сильные пожирают слабых. Мило. Вы покупаете обанкротившуюся студию, чтобы построить на ее руинах собственный бизнес. Я вам честно говорю, я начинала заново 3 раза, так и не смогла продвинуться прям, далековато, конечно, да, но, недостаточно. Так, давайте выберем тут, сову. Сова мудрая. А это пусть так и называется, пофиг. Так, имена директоров. Кино создают не только актеры и режиссеры. На вашей киностудии также трудятся люди, которые незаметно крутят бюрократические шестеренки. Как их зовут? Это у нас директор юридического отдела, это директриса по связям с общественностью и финансовый директор. Я не буду менять имена. Кстати, всех с праздниками, да, я забыла об этом что-то. Как вы отпраздновали, как у вас? Так, первый фильм. Вместе со студийным имуществом вам достались материалы незаконченного фильма. Его сняли, но не успели смонтировать. Вам нужно завершить работу над картиной. Что это за фильм? Я прочитала «Лох Хромоножка». Ну ладно, Люк. Тут еще жанры пишется. Я, первым выбирала вот этот. И вот этот я тоже выбирала. Давайте посмотрим Люк Хромоножка. Дикий Запад. Приключения, экшен. Протагонист – ковбой. В пыльном городке Дикого Запада жил паренек Люк Форд, добрый, смекалистый, великолепный стрелок. Люк мечтал ловить головорезов и искать сокровища, как его отец, легендарный охотник за головами Логан Форд. Но была одна проблема. Люк родился с больной ногой и не мог долго держаться в седле, так что пришлось Люку забыть мечты о приключениях, кстати, за прилавок бакалейной лавки, которая досталась ему от покойной матери. Да, тут можно приближать. В роли Люка Форда Джо Дюваль. Это то, что можно. Давайте дальше. Когда-то имя Логана Форда было у всех на устах. Вместе со своим напарником Руфусом Грином он выследил десятки грабителей и убийц, даже гнилого Сэма, самого опасного преступника на Диком Западе. Но как только родился хромоножка Люк, Логан внезапно исчез. «Конечно, отец бросил меня. Зачем герою возиться с каким-то калекой?» – размышлял Люк. «Я жалкое ничтожество, мне никогда не стать таким же великим, как он». Люк, я твой отец. Так, поиск сокровищ – это тема и события. Но однажды Люк получил таинственное письмо. «Сынок, мне осталось недолго, когда ты прочтешь это, я буду уже мертв. Эта карта приведет тебя к 1000-летнему дубу, под ним я зарыл сундук со всем, что смог накопить за жизнь. Твой отец Логан Форд». Сердце Люка забилось чаще, нужно срочно отправляться в путь. «Но как мне добраться до места на карте, если я падаю с лошади каждые 5 минут?» – испугался паренек. «Тут не обойтись без помощи». Второй план. Второстепенный персонаж у нас наставник. Это кто-то, кто помогает главному герою найти свой жизненный путь или достичь вершин мастерства. Персонаж мужского пола. А кто лучше всех разбирается в езде верхом, как не Руфус Грин, бывший напарник Логана? «Ты так похож на отца в молодости», – прохрипел Руфус, как только Люк появился у него на пороге. «Я давно отошел от дел, но еще не все мозги пропил. Конечно, я помогу тебе». Руфус разработал Меня эта музыка сейчас добьет чуть-чуть. Можно мне музыку убрать? Нельзя. Руфус разработал чудодейственную программу тренировок, и уже через неделю Люк так уверенно чувствовал себя в седле, словно всю жизнь не слезал с лошади.
Класс. Антагонист. Бандит. Преступник, живущий разбоями и грабежами. Смотрите, 3 персонажа мужского пола, понял. Когда Люк отправился в путь, его отец был уже мертв. Гнилой Сэм, старый враг, после долгих лет все-таки нашел Логана, напал на него вместе с шайкой своих подручных. Раненый в живот, Логан прятался в маленькой гостинице на отшибе. Перед смертью он нарисовал картину и надиктовал хозяйке гостиницы письмо сыну. Гнилой Сэм выведал последнее пристанище Логана и пытками выбил у хозяйки гостиницы местоположений тысячелетнего дуба. Событие перестрелка. Люк нашел дуб, когда Гнилой Сэм и его приспешники уже поднимали сундук Логана из вырытой ямы. Воздух содрогнулся от грохота выстрелов. Люк так метко стрелял и так крепко держался в седле, что не оставил бандитам ни единого шанса. И только сам Гнилой Сэм смог улизнуть. Когда дым рассеялся, Люк увидел, что бандит мчится к горизонту, прихватив золото из сундука. Это, короче, наш первый фильм, если вдруг кто не понял. Люк подошел к взломанному сундуку и нашел в нем потрепанную книжечку в кожаном переплете. Да это же отцовский дневник. Люк прочел запись, оставленную там 20 лет назад. Гнилой Сэм сбежал из тюрьмы и теперь наверняка захочет отомстить. Моя семья в опасности, ради них я должен исчезнуть. Надеюсь, когда-нибудь они смогут простить меня. О, не клише. Так, финал. Протагонист преодолевает неуверенность в себе. Слезы Люка падали на страницы дневника, а отец всего лишь хотел защитить меня, он не считал меня хромоногим ничтожеством. Люк наконец-то поверил в себя и поклялся стать самым смелым ковбоем на Диком Западе. В память об отце. Угу. Да, хорошо. Так, это оценка коммерческой привлекательности. Чем выше, тем проще фильму добиться успеха у массового зрителя. А это оценка художественной привлекательности. Чем она выше, тем проще фильму получить признание искушенной аудитории. Так. Коммерческая и художественная привлекательность могут меняться после каждого этапа разработки над картиной. Такие оценки фильм «Люк Хромоножка» получил после завершения работы над сценарием. Сценарист Джо Хьюз обожает писать истории, в которых конфликты разрешаются не болтовней, а драками и перестрелками. Благодаря опыту, вдохновению автора, превращение уязвимого паренька в бесстрашного героя вестерна получилось захватывающим и зрелищным. Компоненты истории не противоречат друг другу и образуют связанное повествование. После этапа предпродакшена оценки стали еще выше. Именитые актеры в главных ролях внесли самый большой вклад в рост коммерческой и художественной привлекательности. Но на оценки повлияли и другие факторы, в том числе качественные декорации и современное оборудование. Кстати, Джо Дюваль у нас мертв. О как. Вот так. Запланированное реальное время. После этапа продакшена коммерческая привлекательность фильма упала. Это случилось из-за того, что ведущий актер серьезно заболел. Он не мог ездить верхом и самостоятельно выполнять трюки. Но художественная привлекательность выросла. Джо Дюваль старался компенсировать недостаток тонкой актерской работы. Проблемы на производстве отразились на сроках. Время съемок увеличилось. К сожалению, после завершения работы над картиной актер скончался. Пух и что-то там. Успокойся, короче. Бюджет. Столько денег студия потратила на картину. Это не окончательный бюджет, ведь работа над фильмом еще не закончена. Так создатели фильма «Люк Хромоножка» характеризовали свою потенциальную аудиторию. Когда вы начнете снимать собственные картины, вам придется определять аудиторию самостоятельно. «Люк Хромоножка» — это перестрелки, погони, трогательная история о взаимоотношениях отца и сына, динамичное повествование, зрелищные сцены заинтересуют мужчин всех возрастов. Да, ориентировано на мужчин. Я очень рада за них. Раз уж мы говорим о фильмах, я сейчас, смотрю сериал «Энн» с 2 Н. Боже, какой он чудесный. Что это? Пора отправлять отснятый материал в постпродакшн, чтобы завершить работу над картиной. Давай. Выберите сотрудников, которые займутся монтажом и сочинением музыки. Сейчас на студии работают не самые квалифицированные кадры, но со временем их навыки вырастут. Кто у нас тут? 3,6 звезд. Вот это отношение к студии, а вот это настроение. У него настроение, например, поганое. А еще он алкоголик. Пускай вот она будет Эмма. А это что? Это расист. Ах ты ж... А можно его уволить? Я уволю. Теперь нужно решить, кто займется проявкой пленки, записью музыки и звуковыми эффектами. Компании-подрядчики всегда готовы с этим помочь. Так, я выбираю по качеству. Тут качество низкое, тут среднее. Очевидно, мне нужно среднее, хотя это дороже стоит. Но неважно, лучше среднее качество, чем низкое качество. Я так считаю. Можно мне просто, пожалуйста,
Так, вы спланировали постпродакшн, но без главы отдела вы не сможете запустить процесс. Хорошо, подождите, дайте мне настройку. Чтобы нанимать новых сотрудников, сперва назначить директора по персоналу. Давайте. Вот, у нас есть тут 2 женщины. И да, это 4 года, только почему это так дорого стоит? Но она как бы... А почему она так дорого стоит? Ну, это больше как-то денег. Все. Не, ну я беру вот это тогда. Нанимаю. Так, наймите недостающих руководителей. Сейчас. Как только звук прикручу. Так, давайте наймем руководителей. Нанять. Угу, поняла. Женщин нету. Бонус к улучшениям. Этот руководитель отдела может ускорять улучшение за очки влияния, максимальное ускорение 20. Я не знаю, я буду брать того, кто уровень. Вот давайте по уровню. Тут вот эти одного уровня, но этот стоит дешевле, и у него лучшее отношение к студии. Я его и возьму тогда. Чё мне ждать? Так, тут женщин нет снова же. Вот эти все одного... Ого, тут все одного уровня. 4 первых. Этот самый дешевый. Но я бы, наверное, кого-то из вот этих твоих взяла. 1350. А тут, короче, 5 лет за 1500. А в чем разница? Ну, тут чуть-чуть отношение к студии хуже. Я возьму. Так. Поняла. Тут один только 3-го уровня. Я тогда, наверное, его и возьму сразу. Я просто по уровню буду брать, потому что почему нет. Постпродакшн начался. Здесь вы можете видеть, на каком этапе находится проект и с какой скоростью продвигается. Пусть продвигается тогда. Постройте сценарный отдел. Пора начинать работу над новым проектом. Для начала постройте отдел, отвечающий за сценарий. Сценарный отдел. Строим. Ой. Извините. Давайте вот сюда поставлю. Подрядчики. Давайте средний. Тут просто состояние меньше. Ну, короче, будет средний, наверное. Я могу что-то еще построить. Не могу. Могу сделать... Да, ускорять. Я хочу ускорить время, чтобы оно шло чуть-чуть быстрее. Хотя можно даже на всю быстрее. Что толку мне ждать? Вот у нас новости. Ага, я когда открываю, то пауза ставится. Это у нас репутация, это мои деньги. Официальные. О, смотрите, там люди ходят. И машина. О, как. Бобби Мартин, звезда блестящего лезвия и мужчина на миллион, дал интервью ради передачи «Западная волна». Некоторые высказывания актера уже успели окрестить скандальными. Слушайте, ну, не я же составлял все эти рейтинги. Вы сами все видели, какой опрос не открой, на первом месте Джо Дюваль, на втором месте я. И так несколько лет подряд. А теперь, когда Дюваль умер, на первом месте я. Ну и что, мне расстраиваться? Я не говорю, что я радовался, когда он умер, но я и не горевал. Теперь я номер 1. Чего мне горевать? О, как. Люк Хромоножка. О. Так, Джонни Пейн, наш финансовый директор. Я развелся 2 года назад и почти смирился с одиночеством, пока не встретил Гильду. Мы все время проводим вместе, но не можем друг другом насытиться, но я не могу. Меня сбивает музыка очень сильно. Почему? Как это бывает в первой неделе отношений, но у нас так уже год. Мы друг для друга как наркотик, и вроде бы грех жаловаться, но когда Гильда приходит ко мне на работу, я совершенно не могу сосредоточиться. Я полностью ей поглощен. Вчера я чуть не сделал в бумагах ошибку, которая могла стоить студии кучу денег. Прошу, окажите мне услугу, помогите побороть эту зависимость. Давайте введем пропускной режим, чтобы Гильда не могла проникнуть ко мне в офис. Да, меня будет ломать, как любого наркомана, но это необходимо, пока я не разрушил свою карьеру и не навредил вашему бизнесу. У нас есть вариант, конечно, мы введем пропускной режим, с любой зависимостью нужно бороться, или ты с ума сошел, наслаждайся пока можешь. Но тут у нас отношение к студии увеличится, а тут настроение увеличится, а отношение упадет. Но я настроение ему чуть-чуть снижу, пусть падает. Будет без настроения, значит.
Это все место, где я могу все построить. О! Результат постпродакшена. Люк Хромоножка. Потрачено. Коммерческие художественные оценки фильма немного упали. Не расстраивайтесь, вы сделали все, что могли. Уровень сотрудников технологий на вашей студии пока невысок. Я хотела 7. Ну ладно, пусть так. Я забыла деньги снять. Ладно. Забейте. Так, выберите постер фильма. Давайте выберем пост. Что это за странное... Почему человек так странно выглядит? Как какая-то карикатура. Что это? Что с ним? Почему? Вот этот очень постер странный. Я хочу вот этот, давайте. Это он типа с напарником, там еще письмо от папаши, вот нормально. Люк Хромоножка. На календаре релизов отмечены все фильмы, которые будут показываться в американских кинотеатрах в обозримом будущем. Предыдущие владельцы студии уже выбрали дату релиза этого фильма. Дату релиза следующего фильма вы будете выбирать самостоятельно. Вместе со студией вам досталась собственная сеть из 91 кинотеатра. Прокат фильмов в своих кинотеатрах бесплатный, но для широкого охвата их недостаточно. Вам придется арендовать чужие кинотеатры, если вы рассчитываете на солидные сборы. Предыдущие владельцы студии уже распланировали и оплатили прокат этого фильма. За первую неделю фильм покажут 7185 раз. Из них 3000 сеансов пройдет в ваших кинотеатрах, а 4 в чужих. В следующий раз вам придется планировать и оплачивать прокат самостоятельно. Сеансы распланированы на первые 4 недели проката. Когда они истекут, вы можете продлить прокат, если посчитаете, что фильм еще способен приносить прибыль. Фильмокопии начнут печатать завтра и закончат через 5 недель. Подожди, фильмокопия это как понимать? Что такое фильмокопия вообще? Ну, я понимаю, что это копия фильма. А зачем? Почему? Прокат фильма не может начаться раньше, чем закончится печать. Это типа то, что я печатаю их, эти копии, да, вот одинаковые, сколько-то там штук. И потом их крутят. Как-то так? Я просто не знаю. Скорость и стоимость печати зависит от подрядчика. Предыдущие владельцы студии уже заплатили за печать этого фильма. Обычно фильм начинают продвигать за несколько недель до премьеры, чтобы реклама успела набрать обороты. Предыдущие владельцы студии уже назначили сроки рекламной кампании, но в будущем вы будете определять их самостоятельно. А зачем делать рекламу длиннее, чем фильм будет показываться? Сейчас продвижением вашего фильма занимаются рекламные агентства, а вам нужно лишь выбрать аудиторию, на которую рекламщики должны ориентироваться. Предыдущие владельцы студии заплатили агентству за продвижение 3 фильмов. Дальше вам придется заниматься рекламой самостоятельно. Но это для мальчиков и мужчин, мы поняли. Да. Так вот, а зачем вот это вот зеленое, это все реклама типа. А зачем мне реклама после того, как фильм уже закончит прокат? Ну типа, если я его продлю? Или что? Я не знаю. Возможно. Ваш первый фильм скоро увидят зрители. Удачи. Спасибо. Спасибо, Люк Хромоножка, давай. Томас Джордж, руководитель отдела проката. На мой взгляд, Люк Хромоножка — картина, обреченная стать хитом. Прощальный фильм молодой звезды, история за душу берет. Но все это может пойти на смарку, если не спланировать релиз грамотно. Предыдущие владельцы студии подошли к делу ответственно, не только щедро расписали сеансы, но и выбрали удачное окно для проката. Когда публика изголодалась, конкуренции практически нет. Только вот в ту же секунду, как студия закрыла свои двери, вылезли эти черви из какой-то студии. Они решили, что Люк Хромоножка никогда... А почему она подсвечивает? Просто никогда не выйдет. И уж не знаю, за какие там ниточки дернули эти вонючие бездари, но они убедили владельцев кинотеатров отдать им наши слоты. У фильма, который они собираются... это типа студия, которая... Как это называется? Которая наша... У нас противостояние. Как это называется, господи? Когда у тебя есть... Ой, кто-то в той же нише. Я забыла название, все. Так вот, они собираются выпустить вместо нашего, еще даже названия нет, но вы же знаете, какие помои они обычно выливают на зрителей. Наверняка там будет что-то вроде вчерашнего пердежа или мокрых подмышек. Вчерашний пердеж.
Правда на нашей стороне. У нас есть все документы, но судить долго и бессмысленно. Мы упустим момент, и никакая компенсация это не покроет. Так что предлагаю задействовать все наши связи, все наше влияние и напомнить владельцам кинотеатров, что договоренности нужно соблюдать. Но в принципе я с ним согласна. В смысле они вообще взяли и передали что-то другим. Здрасте, приехать. Дать им понять, что уговор есть уговор, и вернем наши сеансы. За это я... Что это, 50? Это очки влияния, чтобы продавать свои интересы и решать проблемы нестандартными способами. Очки влияния – это хорошо. О, 25 марта. Оно начнется за день до моего ДР, прикиньте, релиз нашего фильма «Люка Хромоножки». Название, конечно, такое придурочное, «Люка Хромоножка». Так, строительство сценарного отдела пока что идет по плану, но есть небольшая загвоздка. По замыслу архитектора центральным декоративным элементом должен стать большой краснолистный клен. Мы вместе с подрядчиками нашли нужное дерево в заповеднике на границе Антории и Миннесоты. Договорились о цене и транспортировке, но инспектор, который должен выдать разрешение, решил повыделываться, мол, он не может сказать, сколько займет оформление бумаг, может неделю, может месяц, может 2. Вы не хуже меня знаете, что иногда нужно подмазать шестеренки. $200 наличными, и дерево сегодня же вечером будет на пути в Калифорнию. Не хочется срывать планы из-за какого-то мелочного бюрократа, что скажете. Ну я не хочу ему платить деньги, что за вообще взяточники твари? Ну ладно, пофиг, платим. Но просто ждать дольше, это вроде как больше денег потрачу, чем $200. Потому что почти всегда, если ты дольше строишь что-то, если строительство, съемки, что угодно, если идет дольше, обычно это больше денег. И обычно это больше, чем $200. Когда вопрос нужно решить быстро и неофициально, средства на банковском счете студии бесполезны. В таких ситуациях пригодятся наличные. А вот и мои наличные, 6000, 6300. Почему я вообще должна за это платить? Пускай просто построят и все. Строительство завершено. Поручайте сценаристам превращать сценарный день идеи в сценарии. Наймите руководителя в сценарный отдел. Ну, конечно, конечно. Уровень 3, вот эти двое. Вот этот подешевле, но у него и отношения, и настроение лучше, я его и возьму. Что тут, в чем прикол? Бонус к улучшениям. Мне не нужен бонус. Спасибо. Ну, он как бы нужен, но как бы я обойдусь. Выберите свои любимые жанры. Стартовая команда сценаристов будет владеть ими лучше всего. Я буду выбирать свои по-настоящему любимые жанры, хотя тут нет фэнтези, так что уже неправда. Хорошо, приключения я люблю, я могу выбрать 3. Мелодрамы, в принципе, плюс-минус, хотя смотря какие есть. Говно. Экшен или триллер? Наверное, триллер. Триллер я люблю. Да. Жалко, что фэнтези нет. Фэнтези я обожаю. Это сценаристы, которые остались работать на студии после смены владельца. Как их зовут? Да мне насрать, как их зовут. Чтобы начать работу над новым сценарием, выберите здание сценарного отдела. Да, отдел подготовил несколько идей для первого сценария. Ваши идеи все говно, мне не нравится. Выберите идею, которая вам нравится, и сценариста, который превратит ее в полноценный сценарий. А все говно, я не хочу. Обязательно, да? Обязательно. Ну, давайте триллер. Не-не-не, давайте экшен, полицейский. Ага, конечно, нет, давайте все-таки триллер, потому что у меня тут есть чел, который триллеры пишет, а у него тут еще ленивый. Его неповоротливость, медлительность и безинициативность раздражают любого, кто нацелен на результат. Да трындец. Ладно. Окей, пускай пишет. Я хочу, может, сама. Ну, и этот пусть пишет, тогда это у нас... Экшен. У меня нет того, кто пишет экшен и любимые жанры, но пусть вот этот с приключениями пишет. Что такое лудоман? Хочет отыграться и вернуть все, что потерял во время предыдущих попыток отыграться, и вернуть все, что потерял во время предыдущих попыток отыграться, и вернуть все. Поняла. Игрок, короче. Постоянное развитие киностудии – залог вашего успеха. Здесь вы можете выбрать улучшение для отдела. Ой, вот эта прокачка у нас. Смотрите, кто бы ни работал в вашем сценарном отделе, никто лучше вас не знает, о чем должен быть фильм, чтобы снискать успех. Исследуйте это улучшение, чтобы получить возможность сочинять истории самостоятельно. Да, я буду. Давай. Сценарный конструктор. Некоторые улучшения занимают много времени. Со временем руководители отдела смогут ускорять процесс так, что не разбрасывайтесь опытными сотрудниками. Ускорить за... Я не хочу тратить ни деньги, ни очки влияния, слышишь? Общее ускорение 1%. 49. Ты прикалываешься? Я не хочу это тратить.
Что толку 49 дней или 50? Пусть улучшается. О, мне можно везде поулучшать теперь. Так, давайте. Отдел по связям с общественностью. У нас тут есть благотворительность, двойная репутация за прибыльные фильмы, генерация... Что это такое? Генерация... Переключать отделы генерации. Давайте, короче, двойную репутацию. 700 дней. Нифига себе. Тут у нас отдел по работе с персоналом. Построить здание отдела обеспечения комфорта, чтобы предлагать своим сотрудникам подарки, услуги, развлечения. Ну, это 100% надо. Ой, я не доделала. Так, финансовый отдел. Но тут только одна веточка. Кредитная. Ого, а зачем мне? Я не хочу кредит. Ну пусть. Юридический отдел, юридическая защита среднего уровня. Хорошо. Туточки. Отдел инфраструктуры и обслуживания. Ага. 400 дней, 1000 дней. Нифига долго. Ну, кстати, вот можно электростанцию, например, взять и вот сюда вот вложить, чтобы день... Ага. Ну, вот как-то так. Давайте. Вот здесь что? Офис продвижения нам нужен, потому что нам нужно рекламу делать, все такое. И тут много всего, блин. Тут все нужно, но офис продвижения больше всего нужно. Ой, я могу, блин, денег сколько? 2% 20к. Я не хочу столько денег платить. Шо? Это очень много. Трындец. Тут отдел постпродакшена. Двойной опыт, оргзал. Давайте студия звукозаписи или кинолаборатория. Ну, лаборатория будто дольше. А это, блин, не знаю. Или лучше все-таки кинолаборатория. Давайте кинолабораторию. Когда там релиз? 25 марта. Сейчас какое? 15-16. Ну, нормально. Время быстро идет. О, я могу еще что-то построить. Отдел постпродакшена могу построить. Я строю. Буду строить. Стоит тут. Среднее. Что-то еще я могу построить. Отдел предпродакшена я могу построить. И его построить тоже. Конечно. Средненько. Что-то еще я могу. Я все, что могу, я все буду строить. Отдел безопасности. Давайте вот сюда его. Он же типа безопасный. Пусть дальше всего стоит. Что там еще? Отдел продюсирования буду. Куда бы тебя поставить так? Сюда вот. Отдел технологий тоже буду. Можно вот сюда вот. Поместишься? Блин, он не помещается, ну ладно. Все, я все построила, что могу. Джо Дюваль в фильме «Люк Хромоножка». Добавить слоган. Не будет слогана. Выпустить фильм. Никаких слоганов. Так. Киномарк — это оценка, которая складывается из отзывов зрителей в день премьеры. Если вы считаете, что выпустили качественный фильм, но люди не оценили его по достоинству, возможно, вы завлекли в кинотеатр не ту аудиторию. Ага. Ну, сейчас все правильно. Ого. Так. Драки, перестрелки не научат вас ничему хорошему. Единственное, ради чего стоит сходить этот фильм — проницательный взгляд Джо Дюваля. Как жаль, что эти глаза больше не посмотрят на нас с экрана. 5 звезд. Идеальный боевик, который скрасит ваш вечер яркими перестрелками и запоминающимися персонажами. В фильме нет детективной линии, но мы все равно не смогли пройти мимо, ведь благодаря главной звезде кино получилось захватывающим и жизненным. После просмотра возникает вопрос, случайно ли смерть Джо Дюваля на самом пике карьеры. И еще, иногда этому фильму не хватает утонченности, но история рассказана трогательно и без пошлости, а перестрелки сняты с фантазией. Достойный фильм с неподражаемым Джо Дювалем в главной роли. Увы, Америка потеряла великого актера. Вот так вот. Ну, короче, людям понравилось. Всем понравилось. Это мой опыт. Угу. Расходы. Все, его уже показывают в кинотеатрах, что, да? Да, он уже идет, смотрите. Вот он. Идет. Ого, это мне денег принесло. Прикольно. О, еще денег принесло, прикольно.
Рой Спенсер, я одолжил чуть-чуть денег у кое-каких людей. И вроде бы ребята хорошие, с честными глазами, а в людях я отлично разбираюсь. Но теперь какой-то назойливый дуболом ходит за мной по пятам и требует вернуть долг. Я сразу все вернул, но мне нужно немного времени, чтобы отыграться. Вы же знаете, как говорят, ты можешь быть сильным, но карты всегда сильнее. Чепуха все это, кстати. Я покажу картам, кто тут босс. В общем, отпустите меня на 2 месяца. Он лудоман, зачем его отпускать? Нет. Опустилась? На единицу у него настроение. Но это твои проблемы, в общем. Пофиг мне. О. Так, первые 4 недели проката прошли успешно. Очевидно, потенциал фильма еще не исчерпан. Он зарабатывает гораздо больше, чем мы тратим на аренду кинотеатров. Нажмите «Повторить прокат», чтобы продолжить прокатывать фильм еще 4 недели на тех же условиях. Смотрим. Вот мои сборы, вот моя аренда. Заполняемость. Угу. Сборы, аренда. Короче, если сборы будут столько же, сколько аренда или ниже, то это уже фигово, наверное, тогда стоит заканчивать. Но если сборы намного больше, чем аренда, то в принципе ЗБС. Так что повторим прокат, очевидно. Сборы. О, нормально, прибыль. Нормально. Только вот единственная проблема, что это за меня сделали типа прошлое. Предпродакшн готово. Кого я найму? Кого я найму? Вот этого, возможно. Да, давай этого. Эти актеры остались работать на студии после смены владельца. 2 женщины и какой-то мужик. И еще. И эти тоже. 3 мужика. О, это режиссеры, которые у нас остались. Чудно. Так, отдел предпродакшена. Что мы тут делаем? Кастинг-офис давай сделаем. Вы сможете построить кастинг-офис, чтобы нанимать новых актеров, режиссеров и операторов. Это очень важно. Очень важно. Где мои фильмы? О, идея есть. Пусть пишет, кто тут свободен. Ты и пиши. Все пусть занимаются делом. Сценарный отдел. Есть. Исследовать сиквелы. Блин, классно. Сиквелы, кстати. 1500. Да, но у меня не хватит столько времени, чтобы, понимаешь, 250. Вот это вот можно. Вот это вот можно. Офис по работе с внештатными сценаристами. Кстати, Лидия Глоуб. Легендарная Лидия Глоуб почти снова в седле. Да-да, понимаю, вы рассчитывали, что я приступлю к съемкам нового фильма незамедлительно, но моя адаптация к звуковому кино занимает больше времени, чем я планировала. Поймите, птица, которая летала в облаках, не может нырнуть на дно морское без подготовки. Я занимаюсь мастерами сценической речи, растягиваю голосовые связки, пью яичные коктейли для бархатистого голоса каждое утро, и успехи уже заметны. Да-да. Пожалуйста, прошу вас, умоляю, дайте мне еще 3 месяца на подготовку к своей первой звуковой роли. Вот увидите, ваше терпение окупится. Да, давай, пожалуйста. Конечно. Да занимайся. Пофиг. Сценарный конструктор. Я могу построить. Построю. Хорошо. Все? Начать проект. Какой проект? Ну да. А что у меня времени на максимальную идет? Строительство завершено. Пост... это просто продакшн. Уровень. Давай выберу у него большой уровень. Тут мы что сделаем? Павильон, логистический офис. Павильон. Давайте павильоны построим лучшего уровня. Пусть строятся. Так, говорят, Лидия Глоуб скоро вернется с пенсии. Вернее, говорят, что ни на какую пенсию она на самом деле не уходила, она просто решила поработать над голосом, чтобы украсть у нас еще больше ролей. Было бы здорово этой ненасытной стерве все-таки уйти на покой. Должна же быть в этом проклятом бизнесе хоть какая-то справедливость. Мило. Ничего не скажешь. Уж. Очень мило. Постройте павильон 1 уровня. Павильон. Смотри. Давай построим 1 уровень павильона. Где, куда? Все равно куда? Так, стоп, разве я...
О, как. Я не знаю. Вот сюда вот. Оп. Отдел продюсирования. Хорошо. О. Не, у этих плохое отношение ко мне. Я не буду брать тех, у кого плохое отношение ко мне. Вот этого лучше взять, у него хорошее. И он стоит... И у него 5 лет, и он стоит дешевле, чем вот этот. А, уровень одинаковый. Один продюсер на 2 проектах. Хочу. Это я хочу. Это я буду. Так, результаты. Прибыль. Я могу еще раз повторить прокат, но тут заполняемость 23%. Значит, уже, наверное, нет смысла. Аренда не намного получилась больше. То есть дешевле. Ну, завершить, я думаю. Завершить прокат. Так. Прибыльный фильм. Плюс 15. Чего? Репутация. Фильм в архиве. Чудесно. Что бы это ни значило. Так, Фред Лоусон. Я изучал залежи доставшихся нам в наследство документов и наткнулся на кое-что любопытное. Оказывается, прошлая студия пообещала покойному Джо Дюваль 25% от сборов фильма «Люк Хромоножка». Кажется, это условие появилось в последний момент. Его внесли доп. Соглашением к основному контракту за несколько дней до смерти Дюваля. Нас никто даже не предупредил об этом. Похоже, семья Дюваля об этом не подозревает. И какая им разница? За 5 лет карьеры парень снялся в 8 хитах. Его наследства хватило бы на несколько поколений, если бы он успел заделать отпрысков, конечно. Сейчас деньжатами Дюваль наслаждаются его папаша-алкаш и 2 тетушки. Сумма от процентов получается нешуточная. Целых 799 тысяч. Ну что, свяжемся с его родственниками и скажем им, что они могут присматривать себе очередную виллу на побережье. Кто сказал, что я должна быть хорошей? Я не хочу. Тут есть вариант, даже если папаша пробьет все эти деньги за неделю, мы обязаны заплатить. Но послушай, может, они про это даже не знают, а может быть, я сейчас такая сделаю фигню и влечу еще на больше денег, потому что они в суд пойдут. Но я хочу попробовать. Этого разговора никогда не было, а ты никогда не видел этот документ. Секрет. Вы присвоили себе выплату Джо Дюваля по сбору его последнего фильма до снижения риска 80 дней. Иногда приходится переступать черту закона и морали, но лучше держать такие вещи в секрете. Чем страшнее секрет, тем тяжелее последствия от его утечки. Люди болтливы, так что ваш секрет может утечь в любой момент. Эта шкала показывает вероятность утечки. Вы можете подождать, пока о секрете забудут, и риск снизится до нуля, или поручить его тихорям из отдела безопасности. У меня нет пока что отдела безопасности, он еще строится. Здесь хранятся ваши секреты. Мой отдел безопасности скоро построится, 5 дней осталось, и можно туда кого-нибудь взять. Хорошо. Хорошо. Оберегайте свои секреты, да давай. Этого надо взять. Так, тут что мы можем? Офис защиты построить или офис нападений? Офис защиты, я думаю, нам нужен. Тут еще есть тренировка тихорей, 500 дней, но офис защиты нужен. Офис защиты не очень долго, кстати, строится. Я могу тихари нанять кого-то. Как понимать, насколько я их нанимаю вообще? Подожди. Уровни. Тут хорошие. Вот этот уровень надо. Ой, вот этот уровень надо, потому что у него там все хорошо. Сейчас пока 2 будут. Я поручу кому-то секреты. Сценарный конструктор. Подождите, я хочу секреты поручить кому-нибудь. Подождите, я не закончила. Сценарный конструктор. Создать новый. Назовите фильм. Не знаю. Какой фильм я хочу. Я без понятия. Что мы хотим сделать? Фильм будет называться 1929. Ну, вот у нас просто такой год, тут типа поэтому пусть будет. Это будет исторический фильм. Исторический и драма. Драма историческая. Почему? Потому.
историческая драма, современный американский город. Ой-ой-ой-ой. Так, не рассчитывайте на хороший результат, если вы попросите сценариста написать историю просто о ковбое или просто о детективе. В хорошем фильме все на своих местах. Второстепенные персонажи, темы, события, осмысленный финал. Чем проработаннее история, тем выше ее потенциал. Но чтобы собирать по-настоящему сложные синапсисы с большим количеством тегов, вам нужно развивать сценарный отдел. Короче, у меня пока ни хрена нет, я ничего не знаю, поэтому я делаю, что могу. Протагонист. А пускай какой-нибудь рабочий человек. Раз у меня историческая драма, это рабочий человек, женщина, антагонист. Никакого антагониста. Второй план. Злой начальник. Да, злой начальник. Тема и события. Борьба за лучшую долю. Финал. Протагонист получает шанс на достойную жизнь. Во. А, еще можно что-то добавить. А есть еще темы и события интересные. Или давайте второй план еще добавим. Соперницу. Во. Нет, соперника мужика. Во. Нет, женщину. Нет, мужика. Да. Я сделала, я готова. Подождите, никто не хочет его написать пока что, они все заняты. Позже, в архив. Позже сделаю. Я хотела что-то... Я не доделала, дайте мне доиграть, господи. Сценарий на опасной высоте, ну такой, на троечку. Говно, короче, написал. Ну пофиг. Подождите с постпродакшн. Ну ладно, пусть будет. Оператор. Дайте. Это места, в которых разворачиваются события фильма. На локациях, выделенных золотым цветом, персонажи проведут большую часть хронометража, поэтому съемки там займут больше времени. На второстепенных локациях будут сняты лишь небольшие эпизоды. Вам нужно решить, для каких локаций фильма подойдет павильон, а какие лучше снять по натуре. Выберите уровень качества локаций. В павильоне качество влияет на расстановку съемочного оборудования, сценографию и декорации, в натуральной съемке на живописность и аутентичность локаций. Если вы планируете снимать какой-то с локаций фильма в павильоне, выберите, какой именно павильон вы хотите использовать. Если вы передумали заниматься этим проектом в ближайшее время, вы можете свернуть его сценарий и ляжет на полку, пока для него не наступит более подходящий момент. Да пофиг, пусть пишет все, что есть, пусть пишет, все делает, пусть. Хотя тут 3... Ай, ладно, пофиг. Оператор. Пускай будет вот этот оператор. Павильон. А у меня нет павильона, стопе. Будет все сниматься вот. В дикой природе, так сказать. Натура. Общее время съемок, сумма съемочных дней на всех локациях, плюс все субботы, воскресенья за этот период. 95 дней. А стоимость? Не поняла, какая стоимость. Ладно. Дальше. Формат, технология съемки. Ага. Технология звука. Ага. Массовка. Будет один из реквизитов у меня низкая. Съемочная группа будет достаточно. Я не хочу с избытком. Продюсер. А чё у него такое на меня будет этот? Режиссер. Полицейского сыграет. Какого полицейского? Какой полицейский, какой бандит, что происходит? Не, все правильно, это ж не я писала, я уже подумала, это я писала, господи, ладно. Полицейского сыграет тут какой-нибудь... Кто у вас, что это, роли? Шериф. Ты сыграешь полицейского, строгого родителя сыграет кто-то такой. Часто слышу в последнее время, что возраст это всего лишь цифра, мол, даже в 80 можно чувствовать себя молодым. Но когда люди приходят в кино, их ожидания довольно консервативны. Все хотят, чтобы возлюбленная главного героя была помоложе, а злобный колдун постарше. Это я так, к слову. Извините, а сколько строгого родителя лет мне нужно взять, если моему ГГ 35? А это его строгий родитель 27, чтобы он был... Мне пофиг. Бандит. Не подумайте, что я считаю вас некомпетентным, просто хочу дать небольшой профессиональный совет. Выбирайте актеров, уровень которых хотя бы не ниже уровня сценария. Если сценарий будет хорошим, актер паршивым, он потянет фильм вниз. Давай ты, а что это такое у него? Жена-ненавистник.
Не считает женщин за полноценных людей. Я его уволю потом. Или он сам уйдет. Да, пофиг. Чтобы запустить процесс подготовки к съемкам, утвердите свое решение печатью. А что стало 95? Практичность технологий, поняла. Согласовано, давайте начинайте. Начинайте. Сколько мы уже тут? 45. Прошло вот, в смысле 45 минут? Я же еще секреты не назначила. Дайте мне закончить. Руководители отдела, господи. Этого возьму. Он дороже, но у него отношения лучше. Хорошо. Павильон готов. Павильон. Чудно. Дайте, пожалуйста, господи, тихоря. Пускай идет этот. Так, тут. Отдел технологий. Исследовательская группа или создание технологий. Давайте исследовательскую группу, чтобы это не значило. Так. Я могу теперь начать проект синапсиса. Вот это мой. Я ему скажу написать. Пиши. Он пишет то, что я сделала. Пусть пишет. Так. Что такое? Сценарий какой-то готов. Ой, фу, какое дерьмище ты написал, чел. Этот чел написал какое-то дерьмо. Дерьмо на вообще просто дерьмище ты написал. Я не знаю. Совсем плохие показатели. Нам оно надо вообще? Говно говном. Да пофиг. Будешь другое писать. Штаб-квартира. Это что такое? У сотрудников не будет падать настроение, если вы выбираете низкий уровень благоустройства студийной территории. Да, пускай улучшается. Ой, я могу что построить. Я буду. Отдел обеспечения комфорта. Я буду строить. Куда-то вот сюда. А почему я хочу его сюда нести? Блин, как классно так бы стоял. Ладно, пофиг. Тут будет. Так вот, что я говорю. Тут нужно, чтобы кто-то... Неуклюжий парень, сказочное королевство, рабочий человек, мелодрама. Во! Не, он триллеры пишет. Ну ладно, пофиг, пиши. Это мой фильм сейчас делается, получается. Дальше будет стадия съемок. Энн Роуз. Только что мне позвонил Эд Миллер, журналист Лос-Анджелес Трибун. Он сказал, что влюбился в наш первый фильм, просит провести для него экскурсию по студии. Только вот я не идиот. Видимо. Этот Миллер не пишет про кино, он журналист-расследователь. Недавно после его заметки раскрыли цементный завод в Санта-Барбаре. Цемент там делали отличный, между прочим, десятки лучших по штату. Я не знаю, что этот засранец надеется разузнать, но он любит высасывать сенсации из пальца и додумывать красочные детали. К счастью, красивых женщин он любит еще больше. Давайте в течение недели выберем молодую актрису, преданную нам и не слишком болтливую. Она проведет Миллера по студии, выпьет с ним шампанского, очарует своей харизмой и уверена, в такой обстановке он тут же растает. Пусть прогуляется по студии, напишет про нас, что хочет, даже если наврет 3 короба. А что мне с этого? У меня рейтинги полетят, наверное. Или что? Некоторые элементы в вашем списке заданий могут быть помечены восклицательным знаком. Кликните на такой элемент, чтобы получить дополнительную информацию и выполнить необходимые действия. Давай. Вы согласились в течение недели уговорить кого-нибудь из своих актрис провести экскурсию по студии для репортера. Так, давай. У нас есть Джейн Фишер. Переговоры. Буквально. Она хочет за это что? 15к? 15к ты хочешь за это? У меня вариантов нет, да? Ну ладно. Возможно, я потеряла бы больше, я не знаю. Так. Готово. Отдел предпродакшена. Кастинг-офис. Я могу строить кастинг-офис. Я даже не знаю, офис технического обслуживания построить, что ли? Да. Пускай строится. Так,
Джейн Фишер сработала филигранно. К полудню Эд Миллер напился в стельку и уснул в туалете головного офиса. Пришлось ломать дверь и вести его полумертвое тело до дома, чтобы передать жене. Она была так благодарна, что угостила наших ребят яблочным пирогом. Кажется, в семье Миллеров мы теперь на хорошем счету. Это отлично. Кастинг-офис построим. О, у меня фильм готов. Точнее, не готов еще фильм, а сейчас будут съемки, да? О, ура, мы увеличили. Это тут уменьшилось почему-то. Ну и ладно. О как. Ну, короче, у меня еще всякое говно, я еще очень плохо тихарь. Стоит. Дополнительного обслуживания нет, нифига у меня нет, начинайте съемки. Расследование, опубликованном журналистом Эд Миллер, рассказывает о сотрудничестве бутлегеров с Голливудом. По мне, кто это такие? По мнению Миллера, киностудии заняты отмыванием алкогольных денег через свои сети кинотеатров. Никаких доказательств автор не дает и обходится лишь намеками и косвенными уликами. Единственная студия, которая, по мнению Миллера, точно не участвует в подобных схемах, это наша студия. Эта молодая амбициозная кинокомпания явно не заинтересована в подобной деятельности. Их цель поднимать американскую культуру и зарабатывать деньги честным трудом. Я, получила 15 репутаций. Если бы, наверное, он написал плохо, я бы получила минус. Даже в самые депрессивные и циничные времена репутация в Голливуде не пустой звук. Проблемы с репутацией закрывают доступ к кредитам, покупке новых технологий и множество других возможностей. Репутацию лучше не терять. Правильно. У меня фильм снимается. Ой, есть супер-мега быстрый. Так. Я чувствую, как крепнут мои голосовые связки, как формируется тембр, как оттачивается дикция. Скоро я смогу стать звездой не только кино, но и эстрады. Но профессиональному росту требуется времени. Прошу вас, дайте мне еще 2 месяца, чтобы завершить курс подготовки. Обещаю, когда я выйду на съемочную площадку, мое актерское мастерство превзойдет все ваши ожидания. Ладно, бери. Я не знаю, я с этого теряю что-то, кроме того, что она не сможет сниматься эти 2 месяца. Отдел постпродакшн готов. Кастинг-офис. Влиятельный французский журнал собирается провести в конце месяца полусекретную вечеринку в Лос-Анджелесе. Говорят, они готовят большой материал об американском кино, а их главный редактор заворожен Голливудом. Это был бы отличный шанс для нашей студии заявить о себе, но, к сожалению, на мероприятие приглашают только актеров первой величины. Может, неплохо бы и нам заиметь такого? Да, давай. Так, громко заявившие о себе актеры и режиссеры могут получить особый коммерческий или художественный статус. Они показывают, что к этим талантам приковано внимание публики или специалистов. На получение особого статуса могут идти десятилетия, но иногда достаточно всего нескольких по-настоящему ярких работ. Окей. Что мне нужно? Статус художественный любимец или любимец публики. Мне, нужно кого-то нанять. Какого-то актера, актрису со статусом. Любимец. Нет, подожди, не такой статус. Или такой. Любимец публики или любимица критики. Вот есть тут любимец публики 6,1. Есть тут 2 любимицы критиков. Я лучше найму тогда кого-то из них. Вот это, например. У нее 6,3. Да, лучше я. Тип контракта, любимец, самомнение. Самомнение плюс 86, я гребу. Предложений давайте я не могу. 67 тысяч я на нее потрачу. Ладно. Блин, надо было выбрать не на время, а на фильм. На время слишком растяжимое понятие. Вечеринка журнала прошла с большим успехом, а Тельма Барретт сияла на ней не хуже других звезд. Возможно, теперь конкуренты перестанут смотреть на вас сверху вниз. Вот это слово конкуренция. Господи, я хотела его тогда сказать, но забыла. Ладно, давайте заканчивать. Ой, какое дерьмо мы написали. Это дерьмо мы не выпускаем в свет. Мы его не выпускаем в свет. Не-не. Удаляем это говно. Давайте на этом закончим. Пишите, как вам игра. Результаты сценария. Это мой сценарий. Это я написала. Это я придумала. Вот это мы снимаем. Это я придумала, и оно лучше, чем вот эти все с 1 звездочкой. Начать. В смысле?
Оценки этого сценария ниже, чем уровень сценариста из-за того, что вы неудачно сложили элементы истории. Сочетание таки исторический и современный город. Блин, точно, я не подумала об этом вообще. Злой начальник и соперник. Почему? А почему злой начальник и соперник не подходят? Вот этого я не поняла. Так, исторический и рабочий человек тоже не поняла, что рабочий почему. Драма и современный американский город. Почему минусы? В чё драма и современный американский город не подходят? Исторический и злой начальник. Я могу согласиться с первым, типа исторический в современном городе. Это странно, да? А вот это вот все не понимаю. Ну пофиг, я его снимаю все равно. Ничего не знаю, я буду снимать. Так, кажется, прямо сейчас у вас не хватает свободных людей, чтобы полноценно построить предпродакшн этого проекта. Не забывайте, что вы можете нанять дополнительных сотрудников. Классно, 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 классно. Но у меня есть чел. И павильон у меня есть. Вот так. Так, технологии формат тут все то же самое, достаточно. Давайте с избытком. Продюсеры у меня есть, режиссер у меня есть, рабочий человек. О, это будет... Не, 6 у меня. Мне нет смысла, наверное. Хотя ладно, пофиг, пусть будет. Злой начальник. Давайте сопи. Злой начальник. Ну, у меня не хватает мужиков. Мне нужен какой-то мужик, но не очень дорогой. Давайте на хотя бы 3,8. Вот так вот. Вот этот. Нет, 3,8 мало. 3,9. На фильм. Вот, на один фильм. Это уже дешевле, да? Да, на один фильм нанять дешевле, чем на время. Нет. Всего лишь 8К. Будто бы выгоднее на один фильм нанимать. Ну, я не уверена. Так, соперник будет вот этот, а злой начальник будет вот этот. Продолжить. Все правильно. Начать. Они там пока занимаются, а мы с вами... заканчиваем. Да, пишите, как вам игра. Я, наверное, уже говорила, но не суть. А это что? Мне, наверное, стоит поставить паузу, потому что я никогда не перестану. Теперь вы можете предлагать услуги во время переговоров. Пока вам доступна только медицинская страховка, но вы можете открывать доступ к новым услугам, развивая отдел. За доступ к услуге вы платите ежемесячную стоимость, даже если по ней пока никто не пользуется. Эта стоимость немного повышается с каждым новым сотрудником, пользующимся услугой. Выберите направление развития. Что такое? Иногда во время производства фильма случаются происшествия. Вы можете вмешаться, попытаться решить проблему или проигнорировать ее, но вряд ли это пойдет на пользу фильму. Габриэль Рудковский ходит на съемки с очень шумной собачкой. Животное не замолкает ни на минуту, скулит, гавкает и воет с утра до ночи. Многие члены съемочной группы мечтают, чтобы собачка умерла. Сверните собачке шею. Бля. Ну, у меня есть, найдите человека, который будет гулять подальше от съемочной группы, и это всем плюс, и типа минус только то, что я деньги потрачу 500, но я потрачу 500 денег, пофиг. Во-первых. Во-вторых, я хотела вот тут что-то улучшить. Офис организации мероприятий. Нелегальные подарки. Ага, поняла. Вот. Спасибо вам, ребята, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте новое сохранение. Да. Я забыла, что я говорила. Всем пока.